Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. И сегодня у нас с вами технический урок. Что такое технический урок? Это значит, что мы с вами немножко повяжем и разберем одну интересную тему, а именно прямоугольник из центра. Я как раз для своей новой книги снимала недавно пошаговые фотографии для этой техники. И поскольку в чате поступил запрос, я подумала, что неплохо бы и видео снять. Как раз будет QR-код в книге. И тем, кому сейчас не терпится, тоже я могу дать теорию и практику. Итак, в чем идея? Идея в том, чтобы связать из центра прямоугольное полотно, но при этом не нарушив магию рисунка. Что значит не нарушив магию рисунка? Это значит, что не преломлять его диагональными линиями. Как вы знаете, это последняя моя тенденция. Я люблю теперь вязать узоры из центра и при этом их не преломлять. В квадрате это делается очень просто, но можно также сделать и в прямоугольнике. То есть вот классические примеры, да, вот рисунок. Вы этот рисунок уже хорошо знаете, он будет в книге в разных ракурсах, и из центра, и по прямой, и в частности вот из центра прямоугольник. Что мы здесь видим? Мы здесь видим центральную линию, от которой уже по диагоналям расходится наш рисунок. Также и здесь есть центральная линия, от которой по диагоналям расходится рисунок. Или вот, например, вам пример поменьше. Здесь из-за того, что сам рисунок представляет из себя такой набор элементов, расположенных по периметру, вообще ощущение, что связан этот образец по прямой. Но нет, на самом деле это все прямоугольники из центра. На самом деле любой рисунок можно связать прямоугольником из центра, даже если у него нет расходящихся симметричных диагоналей. И это большое мое открытие, и это очень здорово. Итак, в чем была у меня загвоздка? Загвоздка была в том, что соединяла я, как правило, по стороне в таких прямоугольниках. Вот смотрите, вот у меня шов. Вот здесь по стороне. Как вы знаете, я не очень люблю соединять посередине, но здесь пришлось на это пойти, потому что угловое мое любимое соединение все-таки давало вот эти галки на углах, и это, конечно, рисунок искажало. Здесь, соответственно, то же самое. Вот он по стороне шов. И здесь то же самое. Вот он шов. Все-таки для меня это критично было, там для пледов, для ковров не так, но для пледов это критично. Мне хотелось все-таки соединять на углу. И, например, давайте посмотрим на этот образец. Нет, это тоже по стороне. И в какой-то момент ко мне в комментарии в YouTube пришла моя подписчица Юлия, которая сказала: не хотите ли вы попробовать вязать все-таки без воздушных петель на углах, а вязать там 3 столбика без накида? А чтобы не попробовать, сказала я, и теперь я мысленно чокаюсь с Юлей бокальчиком, потому что оказалось, что это идеальный способ как раз для меня. То есть и угловое соединение, и все удобно, и рисунок никуда не уходит, диагонали не появляется, в общем, все удобно и комфортно. Теперь я так вяжу и хочу как раз в этом видео показать вам этот способ. Чтобы эксперимент был чистым, мы повторим вот этот же элемент, точно так же сделаем, свяжем, только будем соединять в углу. Как устроена центровая мозаика прямоугольником? Значит, как я и говорила, мы здесь начинаем не из волшебного кольца, а с цепочки воздушных петель. Как определить количество петель в этой цепочке? По схеме. То есть мы смотрим по схеме, какой длины вот этот отрезок нам нужен. Можно связать там вот такой длины отрезок, и от него уже будут расходиться диагонали. Можно взять начальную линию побольше и от нее вести диагонали. То есть там уже мы смотрим по желаемому итоговому размеру вашего полотна. Сейчас для образца мы наберем цепочку воздушных петель, которая будет начинаться вот здесь, в центре вот этого квадратного элемента, и заканчиваться, соответственно, в центре этого квадратного элемента. По схеме это у меня 21 петля, соответственно, я наберу 22, потому что буду вязать со второй петли от крючка. Так, набрали 22 петли, переворачиваем нашу цепочку, и сейчас мы будем провязывать столбики соединительные вот в каждую перемычку. Что такое соединительный столбик? Это очень просто, мы вводим крючок, вытягиваем нить, и сразу протягиваем ее через петлю на крючке. Старайтесь делать это
как я говорю, равномерно свободно. Ну, то есть не сильно затягивайте петли, иначе потом будет сложновато их цеплять в следующих рядах. Провязали весь ряд. Вот такая получилась цепочка. Что мы делаем теперь? Нам нужно перейти на нить контрастного цвета. Для этого мы чуть-чуть распустим последнюю петлю и протянем нить контрастного цвета. Что мы делаем теперь? Мы вяжем одну воздушную петлю. Вот сюда, туда же, куда мы провязывали последний столбик, мы вяжем еще 2 столбика без накида. И дальше вяжем с обратной стороны, не забываем про первую петлю, которая вот где находится, рядом с узелком. На первый провязанный столбик я вам рекомендую повесить маркер, чтобы его не потерять. Я сама это тоже сейчас сделаю. А пока что мы вяжем, начиная вот с этого вот первого столбика, вводя крючок за дальнюю стенку петли. И провязываем столбики без накида. В каждый столбик нашей начальной цепочки мы вводим крючок за дальнюю стенку и провязываем столбики без накида. Провязали ряд до конца. Здесь вот сюда провязываем 3 столбика без накида. И теперь идем в обратную сторону. Не забываем про первую петлю, она тут норовит у нас спрятаться. Вот она. Провязываем за дальнюю стенку, но при этом помним, что у нас еще есть узор. И по узору мы сейчас провяжем столбики с накидом, поперечные вот такие вот. Мы вводим при этом крючок прямо вот в перемычке противоположного ряда. Схему я вам приложу в описании к видео, чтобы вы могли ориентироваться по ней, а не только по рисунку, который я вам здесь показывала. Видите, я контролирую, чтобы точно опустить столбик туда, куда нужно. Я считаю, сколько у меня петель пропускать надо, чтобы столбики были прямые и опускались ровно туда, куда нужно. Вяжем таким образом до конца ряда. 1, 2, 3, сюда. Вот почти уже мы на финишной прямой. 1, 2, 3. Вот сюда. Так, здесь последняя петля. И когда мы дошли до конца, вот я повесила маркер на первый столбик. Мы довязываем сюда 3-й, потому что у нас было всего 2, и соединяем как раз в первый столбик, тот, на котором у нас висит маркер. Вот такой у нас получился связанный ряд. Но получается, что я нахожусь сейчас в середине стороны. Если я также продолжу делать, у меня опять будет шов по середине стороны, а мне нужно, чтобы все-таки он был в углу. Поэтому что я сделаю? Во-первых, я перейду обратно на белый цвет. Я сейчас, то есть я буду считать, что у меня углы моего прямоугольника будут располагаться теперь справа и слева от моего маркера. Маркером сейчас обозначена центральная петля из 3. Соответственно, у меня угол будет здесь и здесь. Чтобы оказаться на этом углу, я просто сейчас перейду к нему соединительной петлей. Так и вот так. Все, и теперь я уже в нем. Дальше что я делаю? В этот угол я вяжу 2 столбика без накида. 3-й столбик я довяжу, когда дойду сюда уже обратно, когда вернусь. Можно маркер перевесить на первый столбик. И дальше я вяжу по схеме, там, где мне нужно провязывать, соответственно, столбики без накида, я их опускаю как раз вот в эти вот перемычки, которые у нас образованы были начальной цепочкой.
И вот сюда же второй сейчас я свяжу. Вот я дошла до угла, провязываю здесь 2 столбика. Дальше опять же в правой от центровой петли я провязываю 3 столбика без накида. Затем 1 столбик на стороне. И в следующую петлю снова 3 столбика без накида. Вот у меня здесь сформировались углы. И теперь двигаюсь в обратном направлении, провязывая столбики с накидом симметрично другой стороне. Так, дошли до конца. 2 столбика. В угловой вяжу 3 столбика без накида. Дальше здесь 1 столбик у меня еще на стороне должен быть. И дальше вяжу недостающий 3 столбик в угол. Соединяю в центральную петлю. Вот теперь я четко на углу. Возвращаюсь обратно к нити первого цвета. 1 воздушная. И в центральную петлю вяжу 2 столбика без накида. Все время с них начинаю. На первый опять же можно повесить маркер. И дальше мы идем по схеме. Вот такой способ рекомендую. Очень удобно. Шов диагональный. Рисунок получается не ломаный. В общем, все прекрасно. Задача выполнена. Схему, повторю, я вам положу в описании к этому видео, чтобы вы могли тоже попробовать. Очень будет интересно, получилось или нет, нравится или нет. Пишите в комментариях. Большое спасибо. Будьте здоровы.